Друзья, всем привет! Очень редко снимаем влоги, потому что просто нет никаких сил эмоционально на грани, что сейчас заплачу каждую практически минуту, поэтому не обижайтесь, но влоги будут выходить крайне редко. Сейчас я снимаю для вас. Меня что снимаешь? Снимаю Алексея, да. Спасибо, конечно. Вот, поздоровайся со зрителями, Алексей. Здравствуйте. Включила камеру, чтобы сказать, что сейчас сегодня в ролике будут уже отснятые материалы, новые снимаем, но крайне редко, поэтому влоги выходят редко. Также я сейчас взяла камеру, достала свои папочки из документов, достала вот такое вот письмо счастья от налоговой службы. Федеральная налоговая служба. Сейчас я вам покажу. Просто некоторые из вас, когда мы оплачивали нашу турецкую квартиру, и сказали, что в 10 раз дешевле, чем налог на имущество в России, нам стали писать зрители, что они платят налог в количестве 600 рублей, максимум 1000 рублей. Откуда у вас такие цены? Чушь не несите, опять на Россию наговариваете, друзья мои, живущие в идеальной России. Показываю, смотрите. Так, здесь я закрасила свой ИНН, чтобы личные данные не показывать вам. В принципе, больше никаких личных данных здесь нет. Налоговое уведомление. Номер такой-то. Налог на имущество физических лиц 7468 рублей. И вы мне рассказываете про 600 рублей? Я не знаю, где вы живете. Мы живем в Московской области, в Наро-Фоминском районе. И у нас налог на двухкомнатную квартиру, квадратура у нас не маленькая, 66 квадратных метров. И сумма 7468 рублей. Я не знаю, где у вас там по 600 рублей налоги. Поэтому не надо нам писать, что мы пишем чушь. Мы, наверное, одни из немногих блогеров, которые никогда ни в одном ролике не сказали вам неправду. Всегда говорим только правду. Даже когда вы там подсчитали, даты, чуть ли не свечку держали и высчитывали, что там не совпадают даты нашей совместной жизни и даты рождения Олега, я вам все прекрасно объяснила. И даты, когда я училась в институте, и что я закончила Ташкентский государственный авиационный институт, и дату там рождения Олега. В общем, вы там какие-то даты высчитывали. Я никогда не обманывала и обманывать не собираюсь. Потому что я прекрасно знаю, что если человек начинает обманывать рано или поздно, а скорее всего рано, это все тайное становится явным, и эта неправда когда-нибудь всплывет. И обязательно человек когда-нибудь проговорится. Мы не ведем никакую там, я не знаю, деятельность такую. У нас обычная, хорошая, нормальная семья, где нет абсолютно никаких поводов что-либо скрывать. Поэтому вы знаете о нас все. Мы говорим всегда правду и только правду. Поэтому вот вам наглядно мое налоговое уведомление. 7468. Я не знаю, вы счастливые люди, если получаете налоговое уведомление на квартиры свои 600 рублей. Я не знаю, может быть, мы в разных странах с вами живем. Вы живете в идеальной России, мы живем в России, в которой видим очень множество недостатков. Вот так. И да, еще хотела обратиться к нашим дорогим, любимым зрителям, которые любят нас, верят нам, уважают нас и просят, чтобы мы выставляли влоги как можно чаще. Мы постараемся это сделать. Мы сейчас немножко все успокоимся. Я не знаю, наверное, нужно уже начать какие-то успокоительные, потому что, тяжело, короче. Вот.
хотела обратиться к вам. Вы уж извините меня за то, что вам приходится слушать мои нелицеприятные, не самые приятные высказывания в адрес тех людей, которые пишут, ну, настолько прям вот уверенно и ожесточенно прям пишут, какую чушь вы несете, лишь бы обхаять Россию. Друзья мои, ни в коем случае никогда не стояла задача обхаять Россию. Всегда вам говорили правду о России и правду о Турции. Мы очень любим Россию, но, к сожалению, такова реальность. В России есть множество моментов, которые нам не нравятся. В том числе и то, что Алексея в принудительном порядке заставили 2 года тому назад заплатить за парковку 5000 рублей. В том числе и то, что изымают денежные средства не только с карты, но и со вкладов, потому что был момент, когда у Алексея не было на карте нужной суммы, а они списали со вклада. То есть вклад – это совершенно ненадежное в России, к сожалению, дело. Вот, поэтому мы говорим только правду о России. Мы Россию любим, у нас в России живут родственники. Мы просто рассказываем те моменты, которые нам нравятся в России, и те моменты, которые нам не нравятся в России. Точно так же мы рассказываем и про Турцию. Рассказываем то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Например, сейчас нам частная школа, в которой учились наши дети, не возвращает денежные средства. Каждый раз, когда мы к ним приезжаем, они не отказываются. Они говорят, что вот сегодня вам точно пришлют. И это сегодня потом затягивается на неделю. Очередной раз мы к ним приезжаем. Короче, уже, наверное, надо будет подключать полицию, писать о них отзыв, видеообращение там к нашим зрителям, чтобы уже огласить нашу ситуацию, надо будет, наверное, в ближайшее время, потому что скоро уже будет месяц, как нам не возвращают деньги. Этот момент нам в Турции не нравится. Казалось бы, это не какая-то шарашкина контора, да, вот, поэтому мы вам всегда говорим все честно. В Турции нам нравятся одни моменты, другие моменты не нравятся. Точно так же в России нам нравятся одни моменты, другие моменты нас совершенно не устраивают. Как-то так, друзья. Все, дальше я буду показывать вам то, что мы наснимали, наверное, неделю тому назад. Простите, пожалуйста, но просто это наша жизнь, которую не выключишь, не выкинешь. Те кадры, которые отсняты, они, да, уже не актуальны, но это часть нашей жизни. Тут как бы мы ведем влоги, вот, это типа нашего видеодневника, да, раньше девочки писали просто в рукописные дневники, а здесь у нас видеодневник получается, поэтому... Те кадры, которые отсняты, они были в нашей жизни, может, дней 5 тому назад. Я точно не помню, честно говоря, уже в голове такая каша. Вы уж меня, девочки, простите, и мальчики, поэтому я дальше включаю то, что было уже отснято заранее. Всем привет, друзья! Я тут развела деятельность, курочка у меня варится. Смотрите, какой наваристый желтенький бульончик. Капуста тушится. Готовлю я кукси. Вчера не было времени, честно говоря. Этот лук я уже нарезала для того, чтобы веча заправить. Алексей, привет. Алексей, здравствуйте. Веча я уже тоже нарезала. Жду, когда обжарится, потушится капуста, и я на эту конфорку, на большую, поставлю, обжарю лук до золотистого цвета. Вот, и хотела вам, знаете, что показать? Я взяла вот эту вот сеточку, чтобы намыть зеленушку. Отрываю каждый листик, промываю прям вот 2 ладошками под водой каждый листик. Смотрите, какой он грязный. Короче, Алексей говорит, что предположительно листья салата такие чумазые, ну, в земле все, потому что поливают вот так неаккуратно. Вот. Но, блин, это так вкусно. Здесь, знаете, даже около вот здесь кочерышки
Вот эти белые места, они совершенно без горечи. Это еще мало чернозема. Под первыми листочками было еще больше чернозема. Вон он, видите, весь этот песок у меня в раковине валяется. Вот. Я, короче, двумя ладошками прям промываю хорошенько с двух сторон каждый листочек. Ну, это так вкусно. Короче, смотрите, сколько листьев здесь у меня. Вот здесь еще вон сколько листьев, да? И еще вот здесь у меня уже полное это. И 3 таких пучка, вот это у меня здесь, 1 пучок я сейчас мою, да? 3 таких пучка вчера на рынке мы купили за 5 лир. 5 лир на наши деньги. Сейчас лира растет, потому что рубль падает. Вот, ну, там 6,1. То есть получается 6 рублей 10 копеек. Ну, за 1 лиру. Вот, грубо, если округляем на 6, то 3 этих пучка нам отдали вчера за 30 рублей. Представляете? Какие цены в Турции. Рай для любителей зеленухи. Вот, короче, я сейчас все помою, чтобы пусть оно будет лучше у меня в намытом виде. Вчера 1 пучок мы не осилили с Алексеем. Мы, малоежки, с Алексеем не осилили целый пучок зелени. Немножко осталось. И 2 пучок я сейчас мою, чтобы просто он, ну, на столе был, и все, кому хочется, кушали. Потому что, знаете, пока не помоешь, оно в холодильнике лежит, так оно потом со временем и пропасть может. Вот, а когда помоешь, на стол положишь. Да, Алексей? Да, Ольга. Любишь, когда чистая зелень на столе лежит? Посмотри, должно что-то чистое лежать. Ой. Грязно должно еще в огороде расти. Миша у нас пошел гулять. Сделал уроки. 2 урока сделал. Вот, и куда-то ускакал. Я его не вижу, Леш. Лопатки он взял все-таки, нет? В песке где-нибудь, да, копается? Море сегодня сливается с небом. Миша у нас пошел гулять. На улице достаточно свежо. Он хоть шапку одел, но шапку можно было не одевать, да, Леш? Хорошо, свежо на улице. Солнце не очень яркое, и поэтому не печет. Даже не позагорать сегодня. Вчера мысленно ходила в бикини на пляжу, загорала, а сегодня вот даже не позагорать. Принес друзьям их доставку, они к нам отправляли, их нет же здесь. Так, порядочек посмотреть. У них вот тут какая-то вода набежала и высохла, не знаю откуда она. Вот. Вот видно, где-то кран подтекал, и здесь все вот таким побелело. Ну, это потом ототрется, я думаю. Тут вроде все остальное порядок. Вчера дождик был сильный, пойду посмотрю на балконе, как с водой. Вот она, вода стоит. Вот она, вода. Вот вода. Где-то, значит, подтекает все-таки. Где-то вода попадает сюда, на балкон. Вот следы, то есть она вот тут вот как-то вот тут текла. Вот здесь, возможно, текла. Приходит вода. Где-то надо проверять. Возможно, что вот в этом стыке просто она не, как сказать, не удерживается. Не задерживается. И вот здесь вот по полу, вот тут отсюда, вот видны следы. И сюда вот она притекает. Но здесь есть слив, поэтому она в дом не пойдет. Так что так. Так, цветы надо полить. А то они стоят здесь уже, засохли почти. Пойду на второй балкон посмотрю. На втором балконе. В прошлый раз ничего не было. В прошлый раз было сухо на втором балконе. Да, здесь сухо абсолютно. Здесь хорошо резинки держат все. Здесь уплотнители все работают. Здесь все отлично. Так что только на том балконе надо проверить резинки. Все, пойду я домой. Я пеку блины, а Миша их режет. Пальчики береги, мизинчик у тебя выходит наружу. Отодвинься от края. Центр давай. Угу. Кому нравится, ставьте лайк, что Миша делает. А я пеку блины. Яичные блинчики. Чик. Опс. Яичные блинчики. Одной рукой, короче, неудобно. Выключаю камеру.
В общем, у меня уже на куксе все готово. Зелень Алексей переложил. Здесь я кукси варила. Здесь у меня груда посуды теперь. Кукси отваренная. Бульончик. Такой классненький. Курочка. Сейчас я ее разделаю. Балинчики. Салат домешивай давай. Капустка. И салатик. Вечер. Все. Ну что ж, мы сели обедать. У нас на обед вот такая вот вкуснятина. Наша мама приготовила для нас с Мишей кукси. Также у нас на столе листья салата. Да, папа у нас все еще работает. Да, вы кушайте давайте, не отвлекайтесь. Ага. Как, Миш, вкусно? Да. Я еще не попробовать. Вкусно? Ну, приятного аппетита. Ты умняга. Посмотрите, как мы зелень кушаем. Ну-ка, покажи. Вкусно? Соевый соус макаем. Вот так. Вот так. Молодец. А феталсон, дети? Вкусно? Очень. Да на курином бульончике, да такие салатики, да? Да омлетик. Как это может быть невкусно? Кушайте. Только смотри, Миш, на кофту не капай, ладно? Алексей, как всегда, работает. А у нас с утра было так тучно, облачно. А сейчас солнышко разыгралось. Смотрите, какое прям лето, благодать. Чик. Дождь обещали, да, еще будет. Чего ж нет-то? Люди новые приехали. Да, машин становится все больше, больше. Люди приезжают. Летом тут вообще в 3 слоя машины стоят. Не знаю, как мы будем искать место для парковки, но вот. Наш друг, в принципе, никогда снаружи не стоял. Прошлым летом он был на машине, а мы были без машины. Вот. Все хорошо. Не очень жарко, кстати. Солнце печет, очень-очень ярко, прям активное солнышко сейчас. Но веет такой прохладный легкий ветерок. И очень даже комфортно. Что? Не снимаю. Что, голый? Ага. Одевайся давай. Так, приехала осенизаторская машина. Я здесь, короче, смотрите себе, какую ложу сделала. В общем, у нас здесь всегда картон стоял, но он стоял абы как, занавеской был прикрыт. А сейчас я его соединила с скотчем в единую конструкцию. И закрылась от соседей. Никто меня теперь не увидит. А еще у меня... Так, куда упала? Чик. Не, как она стояла? Леш, как она стояла? Она на полу стояла или наверху? А, все, я вспомнила. Вот так. А еще у меня... Вот, смотрите, 3 картона я скрепила этими. Не видно вам? Скотчем между собой. Ой, скотч рвется. Ничего себе, сказал я себе. Ладно, пофиг, пусть рвется. Главное, что соседи меня все равно не видят. А вот эту вот последнюю картонку Алексей сказал, ты ее не не прикрепляй скотчем к основной конструкции, будешь вот так делать. Легла, раз, вот так окошко себе открыла, за всеми понаблюдала, что у кого там происходит в Б-блоке, посмотрела, кто чем занимается, кто вот, например, на 9 этаже во всех окнах свет горит, придет высокий счет, значит, Так, а вон там на, сейчас, 14, 13, 12, на 11 этаже квартира продается. Вон там на 4 этаже было объявление, что сдается в аренду квартира. Сейчас там люди русские появились. Короче, вот так за всеми наблюдаешь, а потом чик, закрываешь окошко и идешь отдыхать уже внутрь комнаты, вот туда. Правильно, Алексей, говорю? А потом, короче, ой, будильник у меня.
Вот, смотрите, мое ложе. Мое самое классное, обожаемое место в квартире. Потому что, знаете почему? Это раскладушка. Здесь у нас холодильник, здесь раскладушка. Короче, приходишь такая. Несмотря на то, что, смотрите, изголовье там, а я голову всегда кладу сюда. Потому что здесь у нас все наглухо закрыто. Приходишь, короче, такая, садишься, потом ложишься, чик, открываешь себе окошко и лицезреешь на морешко. И лежишь тут, и кайфуешь. Можно еще иногда попросить фруктов, чтобы тебе принесли фруктов в постель. Можно попросить еще чаек с какими-нибудь вкусняшками сладкими. В общем, лежишь тут и кайфуешь. Но иногда тебе вот такие вот ассенизаторские машины портят всю картину, всю малину. Стоит, значит, какашки выкачивает, гудит, значит. Вот. Не хочешь слушать эту ассенизаторскую машину и смотреть? Чик, закрыла, значит, окошко и не смотришь. Занимаешься своими делами. Потом машинка уехала, чик, окошко открыла. И снова у тебя море, солнце. А, кстати, еще и солнце тебя донимать не будет в утреннее время. То есть, как бы уже солнышко вон оттуда встает, а у тебя тут все закрыто. Сверху, значит, жалюзи, снизу, значит, картонки. В общем, красота, ляпота. Мне нравится. Вот так ложишься. Я люблю больше всего горизонтальное положение. И наблюдаешь вот такую вот картину красивую. А иногда можно понаблюдать за соседями, которые там решили, например, себе пикник устроить. Видите, там у нас внизу столик стоит, это беседочка. В беседочке, конечно, не видно, что происходит, что там люди делают. Но вот если они за столик усядутся, то можно понаблюдать, кто там сидит, с кем сидит. Короче, вот такое у меня выгодное местечко на балконе. Кому понравилось, ставьте лайк. Михаил Алексеевич, что делаешь? Покажи зрителям. Она еще не готова. Шьет человек что-то там. Тебя показывать? Нет, тебе показываю. Миша, он одновременно, как и Цицерон, успевает два дела делать. Или кто там, Юлий Цезарь. И кино смотреть, и домашку выполнять по технологии, еще и жирафу шить. Мастер. А домашку по технологии жирафы шить это не одно и то же дело? Жираф шьется, домашка выполняется. Просто одним путем идет все. Домашку можно еще написать, можно нарисовать. А здесь домашка еще и шьется. А зачем он такую большую нитку 3-метровую взял? Смотри, как руки растягивает, шьет. Потому что я на несколько. Так ему нравится. Я не стал. Она же запутается. Есть такое. И что он потом будет делать? Например, ты будешь дальше шить. Понятно. Ладно, удачи, успехов.